Тротуар своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Когда встает вопрос о благоустройстве придомовой территории или дачи, первое, что стоит сделать, это дорожки и тротуары. Они позволят вам не только удобно передвигаться по своему участку и двору, но и создадут ухоженный вид. Гладкие и красивые дорожки можно создать из разных материалов: дикий камень, плитка, асфальт, шлак или крупный гравий. Однако наиболее простым и бюджетным способом это сделать является заливка бетоном. Кроме дешевизны, в сравнении с прочими строительными материалами, бетон имеет и ряд иных достоинств. Он очень прочный, признан одним из самых долговечных материалов, легкий в использовании. Можно купить в любом строительном магазине. Кроме того, бетонный тротуар вы сможете легко сделать собственноручно. А как, подробно расскажем дальше. Создание бетонной дорожки своими руками. С помощью самых доступных и простых строительных материалов и пары дней свободного времени вы сможете создать удобную дорожку или тротуар из бетона. Для этого вначале стоит запастись нужными материалами и приспособлениями. Готовим инструменты. Вам понадобится лопата, мастерок, лейка, а также чан или ведро для замешивания раствора. Кроме того, заранее купите смесь для создания раствора, а также песочно-гравийную смесь, которую вы будете использовать для укладки основания дорожки. Пригодятся старые доски, из них вы будете делать опалубку, чтобы бетон не растекался за обозначенные края дорожки. И если все готово, то можно приступать к делу. Готовим место. Для обустройства дорожек или укладки тротуара у дома вам для начала потребуется расчистить территорию. Следует убрать все, что помешает заливке: мелкие и крупные камни, мусор, высокие растения. Чем чище и ровнее будет место, тем красивее и прочнее получится тротуар. Основание. Для того, чтобы приготовить основание, землю на обозначенной территории следует убрать. Не понадобится убирать слишком много, достаточно будет 15-17 см вглубь. Для этого вам и понадобится лопата. Используя ее, снимите верхний слой дерна или почвы. Опалубка. Как уже говорилось выше, она нужна для четкого обозначения границ дорожки. Поэтому берем приготовленные заранее доски и укладываем их на боковую часть по всей длине будущей дорожки с обеих ее сторон. Готовим основу. Основой для дорожки является смесь песка и гравия. Ее необходимо засыпать на подготовленное место по всей длине будущего тротуара. Чтобы она легла плотно и ровно, смесь нужно тщательно утрамбовать и полить водой. Готовим и заливаем раствор. Теперь, когда место под заливку бетонного раствора уже готово, можно заняться приготовлением самой смеси. После этого заливаем раствор по всей длине дорожки, где нужно подравниваем мастерком. Основные манипуляции вы сделали. Теперь, чтобы бетон не пошел трещинками, в процессе высыхания дорожку нужно пару дней регулярно поливать водой. Таким образом материал увлажняется и будет сохнуть более равномерно. Как только дорожка высохнет полностью, опалубку можно снимать. Как правильно сделать раствор? Правильно замешанная бетонная смесь – самый важный показатель прочности и долговечности вашей будущей дорожки. Чтобы приготовить хороший раствор, нужно точно знать пропорции. Не менее важно купить цемент нужной марки. Не все сорта подходят для укладки тротуара. Вам потребуется либо Portland цемент с маркой не ниже М300, либо глиноземистый. Можно также выбирать смесь с дополнительными функциями, например, быстросохнущую. Песок для приготовления бетона тоже должен выбираться тщательно. Лучше всего взять среднюю фракцию речного песка. Для приготовления смеси можно использовать щебень как дополнительный ингредиент. Самые простые и проверенные пропорции смеси таковы: на 1 часть цемента 3 части песка и разводим водой до нужного состояния. На 1 часть цемента берем по 3 части щебня и песка, разводим водой. На 1 часть цемента 2 части песка и столько же щебня. Кроме того, можно добавить пластификатор. Замешивать раствор нужно в удобной широкой емкости, поочередно слоями засыпая необходимые ингредиенты. Таким образом вы получите качественный раствор, который будет равномерно высыхать и создаст ровную прочную поверхность тротуара у дома или садовых дорожек. Ссылка на статью в описании.
Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.